Всем, друзья, привет! И в этом выпуске я покажу, как менять ступичный подшипник в Mercedes V124. Меня зовут передний правый ступичный подшипник, и сегодня я покажу, как его поменять своими руками. Ну что, приступаем. Снимаем колпак. Дальше берем наши откатники. Ставим автомобиль на передачу или на стояночный тормоз. Ставим дополнительно откатники. И всегда за безопасность, чтобы ваш автомобиль никуда не укатился. Под переднее и заднее колесо я ставлю вот такие вот откатники. И дальше можно идти поднимать и откручивать колесо. Открутили колесо. Влади, принеси деревяху, подложить под днище. Такой жид, палки не должен стоять. Пойдет? Да. Значит, снимаем колесо. Колесо ложим под днище автомобиля. Тут будет наша страховочка. Машина не сорвала, нас не придавила. Ложим деревяху под порог. Автомобиль не замяло. Ложу мягенькую тряпочку. В принципе, приступаем к разборке нашего ступичного подшипника. Отвертку и отковыриваем крышечку защитную подшипника. Дальше, у кого нету, такие вот шестигранники продаются в любом строительном магазине. Нам понадобится шестигранник пятерочка. Здесь на болте есть шплинт, шестигранник. Вот он шестерочкой этой зажат. Откручиваем этот шестигранник. Шплинт такой у нас в виде болта шестигранного. Значит, вот кручиваем. Затем берем ключ на 22 и откручиваем наш ступичный подшипник. Берем тряпочку какую-нибудь. Это дело ложим тряпочку. Значит, открутили нашу гаечку. Сейчас я покажу, как она выглядит. Вот так вот она выглядит. Вот шестигранник, вот гаечка. Ключи только так накидываются на 22. Дальше достаем шайбу. Вот такая вот шайбочка. Достаем наш наружный подшипник. Да. В подшипнике стружка. Какая-то металлическая, вот как видим. Непонятно, она где-то. Разберем дальше подшипник, посмотрим, что у нас с ним случилось. Дальше нам потребуется снять суппорт. Для этого откручиваем два болта на 19. Один вот сверху, второй снизу. Сейчас попробую показать вам его. Второй вот там вот. Снизу мы уже начали его откручивать. Откручиваем эти болты на 19. Вот он идет возле стойки.
То есть вот этот вот болт откручиваем. И снизу будет тоже крепление суппорта. Откручиваем эти болты и будем снимать суппорт, чтобы снять наш диск с нашими подшипниками. Значит, откручиваем наши болты на 19. Вот такие вот они. Ржавенькие. И болты надо графиточкой мазать. Когда будете ставить их обратно. Потом не мучиться. Вот один, второй. Снимаем наш суппорт. Закладываем его куда-нибудь в стороночку, чтобы не рвался шланг. Достаем наш диск. Вот он. Диск. Вот обойма подшипника. Вот сам же наш виновник торжества. Дальше все это дело извлекаем. Сейчас мы возьмем отверточку. Стягиваем наш подшипник. Наш внутренний подшипник. Как видим, стружка. Ну, что-то нехорошее с ним делалось. Частички металла какого-то. Это же что-то у нас стерло. Что-то ело. Поэтому у нас был гул в нашем автомобиле. Дальше снимаем этот пыльник. Ну, идем извлекать обоймы с диска тормозного. И, парни, берем чистую тряпочку, протираем нашу ступицу от остатков старого масла. Протираем все, чтобы у нас было чистенько, чтобы не было нигде никаких песчинок, песка. Все это дело протираем, чтобы было аккуратненько. Так, дальше, чтобы извлечь старую обойму от подшипника, нам потребуется отвертка, либо зубило и молоток. Начинаем извлекать старую обойму нашего диска. То есть направление, удар, ударяем, направляем на обойму, ударяем. Наш диск положили на что-нибудь мягенькое, можно деревяшку снизу, либо тряпочку какую-нибудь. И такими вот движениями там понемногу выбиваем нашу старую обойму. Две обоймы. Одна внутренняя, вторая наружная. Сначала выбиваем внутреннюю, либо наружную, разницы тут нету. Идет. Вот. Выбили нашу обойму. Вот так вот выглядит наша обойма. Старая. Таким же образом выбиваем вторую обойму нашего старого подшипника. Так, друзья, если у кого-то возникнет проблема достать наружную обойму, вот эту вот, проще всего, как я делал. То есть, у меня стояла так обойма, я взял, нашел два брусочка, перевернул диск тормозной, упер на эти брусочки, подобрал, значит, я головку, как раз по диаметру обоймы, вот как видим. И вставил туда головку, поставил такую трубку, и молотком пару ударов, и обойма у меня вот это вот выскочила. Дальше, после того, как достали нашу обойму, берем тряпочку с бензином, быстрорастворителем. Все вот это наше дело протираем от старого солидола. Все вытираем, чтобы песка не было никакого. Было чистенько, аккуратненько.
Так вот, друзья, вот наши новые подшипники, которые мы будем устанавливать в такой вот комплектности. Пыльник-сальник, наружный подшипник и внутренний подшипник. То есть печатаем наш подшипник. Подшипник пока в сторонку откладываем. Нам понадобится для начала обойма. Также делаем с этим подшипником. Распечатываем, достаем, обойму оставляем, подшипник в сторонку. Берем, значит, нашу новую обойму, выставляем ровненько, аккуратненько, не спеша. Берем нашу старую обойму, накладываем ее на новую. Сверху я беру вот такую вот деревяшку и такими вот движениями буду загонять новую обойму. Вот она входит потихонечку, не спеша. Загоняем нашу новую обойму. Вот она зашла. Видите, как все красивенько, аккуратненько. Таким же образом будем ставить наружную нашу обойму. Берем обоймочку. Так, ее выравниваем. Берем нашу старую обойму. Берем нашу деревяшечку. И такими же движениями загоняем нашу обойму через деревяшечку. Все, как видим, наша обойма стоит на месте. Внутренняя, наружная. Ничего не торчит, села на свое посадочное место. Наш диск вместе с обоймами готов к установке ступичного подшипника. Вот. Все нетрудно делается, главное не спешить, аккуратненько. Таким образом вбили новую обойму, идем устанавливать наш ступичный подшипник. Устанавливаем наш резиновый пыльник на место новый. Берем наш новый подшипник. И такой вот я смазкой синенькой пользуюсь. Мне больше всего нравится. И промазываем наш подшипник. Смазки не жалеем. Промазываем его обильно хорошо. Заталкиваем туда вот наш литол или солидол. Вот так вот его запихиваем. Заполняем его смазкой. Так, можно прокрутить его, дальше заполнять. Также здесь, с этой стороны его заполняем смазочкой. Ставим подшипники. Промазываем. Обильно смазкой.
Затем устанавливаем наш подшипник обратно. Поставили, значит, наш подшипник. И опять мы его обильно промажем нашей смазкой. Не жалея так. Мажем. Пока не по чуть-чуть. Говорится, машина любит уход и смазку, да? Во. Жирненько так намажем. Немало было. Во. Значит, обмазали так вот. Хорошенько наш подшипник. Думаю, будет достаточно. Дальше возьму я сюда немного смазочки. Нанесу. Нашу дорожку. Будет бегать подшипник. Как говорится, смазки много не бывает. Лучше помажем, тем лучше будет ходить. Дело промазали. И одеваем наш диск на ступицу. Значит, наш диск. Вот так. Так, подшипник следует затянуть сначала до упора, чтобы подшипник нашел свое место. Крутим до упора, не боимся. Затягиваем его практически до того состояния, когда он перестанет крутиться. Вот. Подтянули. Немножко разжали его. Так, покрутили. И опять подтягиваем его до упора. До того состояния, пока у нас подшипник не сядет на место. То есть подтянули это дело. И уже можно отжимать и регулировать наш подшипник. Немножко отжали, попробовали покрутить. В принципе, если он начинает крутиться легко, люфта никакого нету. Соответственно, так все мы это дело и оставляем. Берем наш шестигранник, закручиваем его обратно. Так, штопор у нас не берет, чтобы наша гаечка откручивалась. Затягиваем его. Все, установка подшипника у нас закончена. Остается все собрать на место. С этой крышечки удалить старый солидол. Намазать на эту крышечку новый солидол. Все прихлопнуть, ну, и собрать это все наше дело. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.